Приветствую, друзья! Продолжая всесторонне развивать сотую серию, в компании SMSL, видимо, решили сделать ставку еще и на конвертеры от Cirrus Logic, добавив к ним мощный USB-чип от XMOS с поддержкой DSD и MQA форматов, а также популярный на сегодня балансный выход на наушники. То есть этот недорогой девайс способен по факту закрыть львиную часть требований любого следящего за современными тенденциями меломана. Как обычно, снимем все необходимые измерения, сравним его с конкурентами и, конечно, поговорим о его звуке. SMSL DS100. Поехали! Приходит ЦАП в небольшой белой коробке с логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию, какую-то карточку и относительно длинный Type-C кабель. Корпус своими габаритами действительно способен удивить, но, как и у старших моделей, он полностью выполнен из металла с наклейкой Hi-Res и 4 прорезиненными ножками снизу. По входам тут лишь классические USB, оптика и коаксиал. А вот на выходе, кроме полюбившейся всем RCA пары, мы имеем студийный выход на наушники 6,35 мм и балансный пентакон 4,4 мм. При этом RCA, как и все входы, удобно расположены сзади, а выходы на наушники спереди. Питание здесь осуществляется по USB разъему. Еще на лицевой панели можно найти многофункциональный регулятор уровня, совмещающий в себе переключатели входа и выхода, и 5 светодиодов, отображающих нам данный выбор. Из начинки известно о неплохом мобильном конвертере Cirrus Logic CS43131 и USB-чипе XMOS XU316, позволяющие получить до 32 бит 768 кГц на PCM, DSD 256, а также не совсем актуальный MQA и MQA-CD. На выходах же тут по 2 в RMS ровно, что приблизительно составляет 200 мВт на 32 Ома нагрузки. То есть не особо много, но для подавляющего числа внутриканальных и не сильно тугих полноразмерных наушников вполне достаточно. По софту нам предлагается установить фирменный драйвер от XMOS, с которым и возможностей больше, и совместимость выше, и есть поддержка профессионального ASIO интерфейса. Со смартфонами, планшетами и разнообразными приставками данный девайс тоже работает, причем во всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц на CP и Wanda Cosmos. В результате получил все графы в положении отлично, с чуть лучшим взаимопроникновением на балансном выходе относительно 6,35 мм. Причем видно, что кроме двойной земли разницы между ними никакой нет. RCA в этом плане еще лучше, но тоже без какого-то особого разрыва. Везде прекрасный динамический диапазон, шумы на уровне минус 156 дБ, отличная кривая АЧХ, а искажения в случае интермодуляционных составляют минус 118 дБ, а в случае гармонических минус 116 дБ, что в процентах составляет 25 100-тысячных. Согласен, это не рекорд, но довольно приличное значение. То есть технически к ЦАПу не придерешься. Вообще, герой обзора лучше, наверное, сравнивать не со стационарными, а с современными мобильными ЦАПами. Согласен, в DS100 мы имеем линейный RCA-выход и полный набор SPD-входов. Однако по габаритам и мощности это скорее портативное решение. Тем более, что и питание тут осуществляется через тот же Type-C порт, по которому идут данные.
Сам же характер у него ближе к мониторному. Это не безжизненная нейтральность, ну и какой-то особой музыкальностью данная модель не обладает. Звучит ЦАП очень технично, четко, с просто великолепной динамикой, шикарными скоростными показателями, приятной слуху мелодикой, выразительностью и приличным разделением у инструментов. Тут не докопаешься. Однако, если речь идет о передаче пространства сцены в глубину, объемности, насыщенности и, так сказать, изысканности звучания, то DS100 в этом пасует. Для сравнений у меня всегда под рукой Colorfly CDA M2. Так вот, по описанным выше пунктам герой обзора и ему, на мой взгляд, уступает. Больше всего это похоже на уже рассмотренный нами ЦАП Fosi Audio SK02. Но там все было плохо с мелодикой, натуральностью и вовлечением в материал. У нас же все-таки есть тембральная красота, певучесть и даже какая-никакая магнетичность. Слушать DS100 гораздо интереснее и в музыкальном смысле приятнее, чем SK02. Единственное, мощности у Fosi Audio больше. А так, обе эти модели одинаково нацелены на разрешение, скорость и микродинамику. Прорисовка у них и правда шикарная, да и чистенько аж до прозрачности. При этом наш герой имеет наилегчайший такой аналоговый налет, акцент на мелодической составляющей и живые, хорошо очерченные образы. Бас здесь быстрый, напористый и очень глубокий. Серединка тоже про скорость и разрешение, но в плюс к тому добавляется мелодика, магнетичность и естественная такая атмосфера. Верха находятся на своем месте, особо не доминируют, какой-то изысканности в звучание не добавляют, но и без ненужных призвуков или искусственной глухоты. Модель, на мой взгляд, прекрасно сбалансирована и эффектна, но, к сожалению, не особо умеет в глубину и объем. Оттого она прекрасно подойдет для рока, металла, популярной музыки, разнообразной электроники, чего-то не сильно перегруженного из акустики и даже некоторых классических направлений. Однако это спорный выбор для мультиинструментального джаза и любой пространственно ориентированной музыки, включая, естественно, и всю оркестровую. Для тестирования использовались наушники от 60 до $600 США, так что была возможность убедиться. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL DS100 лично меня порадовал своей компактностью, питанием по Type-C, наличием сразу двух выходов для наушников и классическим уже набором входов. Разве что Bluetooth и пульта управления тут не предусмотрели, а так он мог бы стать уровень с уважаемым многими DO100. Измерения тут шикарные, достаточно мощное усиление, есть регулятор своей собственной внутренней громкостью и возможность использовать его в связке со смартфоном, планшетом или, например, телевизионной приставкой. Звучит аппарат чисто, четко, напористо, с отличным разрешением, динамикой и легким таким уклоном в эмоциональную часть произведения. Слушать его реально приятно и сверхинтересно. Из минусов же отмечу лишь свойственную для данного ценового сегмента посредственную передачу пространства сцены в глубину. В целом все очень круто, но только для своей цены. Если нужен компактных габаритов ЦАП с внушительными возможностями и современной начинкой, обязательно к нему присмотритесь. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL DS100. Кстати, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!